Привет! Сегодня речь пойдет о драконах, и я покажу несколько своих дракончиков. Мне очень нравятся драконы, но я никогда не пыталась их как-то специально коллекционировать, поэтому у меня их немного. И вот первый дракончик, которого я покажу, это вот такая картина. Картина. Точнее, не совсем картина. Тут такой немного объемный дракончик. И он оформлен в рамку. В рамку. Он вырезан из какого-то материала. Возможно, это дерево, возможно, что-то еще. Тут не совсем понятно. Дракончик раскрашен. В основном он раскрашен в зеленый цвет. Но также у него розовые крылышки и розовый гребень. У него очень симпатичный хвостик. Хвостик. Такие милые лапки. С коготочками. А еще мне кажется, что у него довольно такое хитрое выражение мордочки. Этого дракончика мне подарили на Новый год родители. Несколько лет назад был год дракона. И когда они его мне дарили, мама сказала, что этот дракончик выражением своего лица, мордочки, чем-то похож на меня. Может и так. Вообще, я, конечно, понимаю, что на моем канале не часто можно увидеть мое лицо. Но, кстати, возможно, когда-нибудь, если я надумаю снимать какие-то АСМРные болталки, где нечего будет показывать, то буду показывать себя. Но я пока не знаю. Дело в том, что у меня довольно-таки сильная боязнь камеры. Когда на меня наводят камеру, я цепенею. Цепенею просто как испуганный зайчик или олень в свете фар. Так что не знаю. С другой стороны, у нас тут все свои, да? Так что все может быть. Так что вот такой вот первый дракончик красивый. Он еще блестит, какими-то блестками посыпан. Блесточками. И тут, кстати, с обратной стороны написано: дракон — священное мифическое существо, символ защиты, чистоты помыслов и финансового благополучия. Вот так-то. Так что вот такой вот красавец. Следующий дракончик — это вот такой кулон. Очень красивый кулон на шнурочке.
И что лично меня очень удивило и порадовало, этот кулон двусторонний. Вот, с другой стороны видно лапки. Такие маленькие лапки. Он мне очень нравится. Мне его когда-то давным-давно подарили друзья, которые подрабатывали в кузнице. Он сделан методом литья или что-то такое. Правда, я не знаю, из какого металла. Может, это олово, может, еще какой-то сплав. В общем, я не знаю. Такой вот красавчик. С удовольствием его ношу. И вот еще один маленький дракончик. Это не кулон, это просто маленькая летая фигурка из меди. Фигурка, 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 фигурка. Такой вот махонький, полностью объемный. Лапочки, хвостик. Этого дракончика мне подарила мама. Как-то она шла мимо какой-то ярмарки и заинтересовалась там медными фигурками. Вот, а там вот такой красавец был. Такой вот хорошенький, хорошенький, хорошенький. И я хочу его немножко погладить кисточкой. Вот, кисточка, кисточка, кисточка. Дракончик, 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 дракончик. Мордочка, 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 мордочка. Крылышки, 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 крылышки. Крылышки, 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 крылышки. Хвостик, 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 хвостик. Лапка одна, лапка вторая, лапка третья, лапка четвертая. Пузико, 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 пузико. Брюшко, 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 брюшко. Дальше я покажу 3 статуэтки дракона. Одного из них я купила сама, и 2 других мне подарили родственники. Вот этого мне подарили. Очень красивый дракон. Он красный. Крылья у него с желтым. И почему-то он одет в латы. Мне кажется, что без них он смотрелся бы лучше. Но вот такой вот дополнительно бронированный дракон. Он очень классно, качественно сделан. Проработаны все детали. Каждая чешуйка проработана.
каждая пластина. Все-все-все чешуечки. Каждый шип на хвосте. А лапы какие красивые. Когти просто шикарные. В общем, просто красавица. Такой тяжеленький. По ощущениям он вроде как керамический. Ну, может, это какая-то пластика специальная. Не знаю. Вот такой прям тяжелый, хотя внутри у него есть полость. И вот, кстати, у него вот эти вот рожки и шипы на крыльях сделаны из какого-то более гибкого материала. Видимо, это чтобы не откололись, если вдруг что. Очень предусмотрительно, я считаю, потому что у меня они падали, эти дракончики. Вот такой вот замечательный дракончик. И вот еще один. Этого я купила сама. Черный дракон. Тоже он в латах. Этот дракончик стоит на всех 4 лапах. В такой красивой позе. И он также очень хорошо сделан. Все у него вылеплено. Каждый зубик. Все чешуечки. Хвостик такой красивый. И крылья очень красивые. Вот тут, кстати, видно, что краска немного облезла. Но это я виновата. Я его неудачно искупала. Вот. Так что вот такой вот стильный, готичненький дракон. Очень его люблю. Такую лапочку. Лапочка. И остался еще один. И третья статуэтка выглядит вот так. Тут уже дракончик без лат, но зато он восседает на гигантском черепе, причем в шлеме. Ну, кстати, тут не совсем понятно, это череп гигантский или это просто дракончик крошечный. Он такой красно-рыже-желтый и весь в блестках. В блестках. Ну, вот тут вот немножко видно отколотые места. Это я его несколько раз роняла. Вот так вот. Дракончик сидит в такой угрожающей позе. Очень грозный. Очень-очень грозный. Такая прелесть.
как у него хвостик красиво закручивается. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну и, кстати, это не просто статуэтка. Вот тут вот внутри черепа спрятаны светодиоды. И если вот здесь вот его включить, то он будет светиться. Но сейчас свет очень яркий, поэтому я выключу свет и покажу, как он светится в темноте. На этом, собственно, мои дракончики закончились. Но я хочу еще показать книгу про драконов. Мифологическое драконоведение. Автор Т.А. Копычева. Такая вот книга. На обложке тут изображен китайский дракон. И вот, кстати, китайские драконы мне почему-то совсем не нравятся. Не знаю почему. Мне прям неприятен их вид. Их морда вот это вот. Особенно мне не нравятся их усы. Причем Китай, как страна, как культура, мне вполне нравится. А вот китайские драконы почему-то нет. Ну да ладно. Это большая книга, в ней около 500 страниц. Откроем. Вот тут сразу такой красивый рисунок с дракончиком. Так. Верите ли вы в драконов? Не в персонажей мифов и легенд, а в реальных, из плоти и крови живых существ. Автор этой книги, суммируя едва ли не все известные людям сведения о драконах, порой диаметрально противоположные, не заставляет читателя делать какие-то определенные выводы. Однако, узнав в деталях, как выглядят драконы, как они учатся летать, постигнув тонкости драконьей анатомии и их повадки, изучив историю их весьма непростых отношений с людьми, внимательный читатель, несомненно, приобретет уникальные познания в области драконоведения, даже если не во всем поверит автору. Такая вот аннотация. Здесь много узорчиков и рисунков с драконами. И вот во введении написано, что это первая книга о драконах в России. Но издательство у нее 2007 год, я ее давным-давно купила. Так. Оглавление почитаем. Вот тут даже главы разделяются маленькими дракончиками. Содержание. Этимология слова дракон. Описание расы. Так. Драконы разных частей света. Западные драконы, Древний Вавилон, Египет, африканские драконы, Древняя Греция, Древняя Европа. Датские драконы, азиатские, кавказские, скифо-сарматские, драконы на Руси.
Восточные драконы, китайские, тибетские, вьетнамские, корейские, японские, монгольские, индийские, Лаос, Бутан и островные драконы. И тут даже есть глава драконоборчества, способы убиения драконов. Но этого делать не надо. Вот мы тут видим, показан скелет дракона, все косточки подписаны, мышцы дракона, ну, вообще части тела, реконструированный череп дракона. Рассматриваются гипотезы, как же драконы могли летать. И приводится версия, что они летали с помощью летных полостей, что у них были особые летные полости, которые заполнялись газом, более легким, чем воздух. Дальше, как драконы могли дышать огнем, ну и, собственно, с помощью того же газа. В общем, много интересного. В этой книге приводится очень много отрывков из эпоса самых разных народов, где упоминаются драконы или огнедышащие змеи. И тут очень много фотографий старинных рисунков с драконами, картин, гравюр, всякие вазы, украшения. В общем, очень много всего. Тут, кстати, есть цветные вклеечки. Вот. Ну вот тоже скелет, строение. Всевозможные старинные работы. Украшения. Дракон, династия Тан, 618-906 год. Вот это вот. Платье императора с изображением драконов. 1644-1911. Вот моя любимая, кстати, страничка с такими драконами. И вот еще на этой стороне. Ну, тут, конечно, можно очень много рассматривать. Так быстренько все не покажешь. Вообще очень колоссальный труд проделан, чтобы эту книгу сделать. Я даже покажу, сколько тут использовалось источников. Так, вот.
литература. И вот это вот все какая-то литература или сайт или еще что-то. Это все источники. Песня о Нибелунгах. Фильм, кстати, есть про Нибелунгов. Правда, довольно грустненький, но интересный. Это все еще источники. Вот. В общем, как видно, труд проделан просто колоссальнейший. И основная мысль этой книги в том, что очень уж у многих народов упоминаются драконы с очень-очень давних времен. И этим нас автор подталкивает к мысли, что очень даже возможно, что драконы так или иначе могли существовать. Вот такие дела. Такое вот очень интересное чтиво. Ну что ж, на этом я буду заканчивать свой рассказ. Было очень приятно поболтать о дракончиках. Большое спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что мы еще увидимся.